правда. Итак, друзья, уже подводим итоги. Здесь мы видим сводные данные, обобщенные данные. За месяц что произошло? Новое жилье, давайте внизу смотрим, да? Новое жилье по 6 городам, муниципалитетам. Среднее арифметическое число в целом, это у нас по провинции Лимассол, 3798, что показало за месяц динамику роста плюс 0,07%. Ну и старое жилье, здесь только город Лимассол у нас, видим, что за месяц подешевело на 0,14%. Ну и последний слайд, друзья. Здесь мы говорим о том, что произошло за год и почему я говорил, что ведет себя рынок недвижимости в муниципалитете, в городе Лимассол адекватно. Вот давайте расшифрую. Ну, во-первых, по стоимости недвижимости. Сравнивая февраль 2026 год с февралем 2025 года, подводя итоги, мы видим, что стоимость за год подорожала на 0,64%, и индекс положительный, единичка 0,06. При этом мы видим, что наибольше и адекватно себя ведет рынок в городе Лимассол, город-муниципалитет, 2,42% рост. Теперь смотрим вверх экрана. Пока знакомлю вас с данными прошедшего 2025 года. Почему? Потому что за февраль записываю 2026 года. Уже с марта буду применять новые макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие в 2026 году. Пока это старые, но они очень наглядно показывают. Смотрите, ну тут вы видите ВВП, видите инфляцию, видите стоимость денег. Это учетная ставка. Давайте об инфляции поговорим. Что такое инфляция? Инфляция, если вы посмотрите 2024 год 2,6, а вот 2025 год прошедший 2%. Ну, они, кстати, не опубликовали. Возможно, я просмотрел что-то. Я думаю, что инфляция по факту, она корректируется. Будет также 2,6, а может даже и 3. Я имею в виду в прошедшем 2025 году. Так вот, друзья, что такое инфляция? Существует такой глобальный закон, экономический закон стоимости, который говорит нам о том, что любая экономика любой страны работает адекватно, если количество денег в обороте, это и фиатные деньги, то есть бумажные, да, и обязательства страны, там есть агрегат М0, М1, М2, все вот это, в общем, да, соответствует выпущенным товарам и услугам. Тогда сбалансированно работает все, и товары и услуги, в общем-то, не обесцениваются. Как только начинается ну, печатание вот этих новых фиатных денег или обязательства какие-то на себя страна берет, то есть вот эти новые обесцененные уже деньги. Почему? Потому что денег становится больше, а товары и услуг становится меньше, ну, они не выпущены за эти деньги. Значит, за эти обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товары и услуг. Недвижимость является таким же товаром. Вот об этом я сейчас говорю, что инфляция минус 2,6%, как я предполагаю, или пока вот здесь 2%, говорит о том, что деньги обесценились на 2%, и, соответственно, недвижимость должна подорожать, по крайней мере, на, вот эти, на уровень инфляции. То есть здесь мы видим, адекватно ведет себя город Лимассол. 2,42%. То есть могу поздравить людей, у которых есть недвижимость в Лимассоле. Это новая недвижимость. Ваша недвижимость, если вы ее купили, закрыли квартиру, не сдаете в аренду, а уехали там куда-то, да, то она не подешевела за один год, а даже немножко подорожала. А вот в Месогетоне недвижимость подорожала, в Ипсанас подорожала, вернее, подешевела, я прошу прощения, здесь отрицательная динамика везде. Ката Полимидия также подешевела. То есть вот это очень важно для людей, которые планируют приобретать недвижимость. Я с марта месяца буду давать новый показатель, который будет характеризовать пассивный доход, то есть насколько выгодно, невыгодно инвестировать в жилую недвижимость. И буду сравнивать со стоимостью денег, вот с этой ставкой, видите же, которая приведена. То есть будет интересно, но это будет уже с марта месяца. Почему? Потому что долгосрочную аренду я публикую, это длиною, так сказать, в один год, и сравниваю квартал с кварталом.
Итак, подводя итоги, мы видим, что новая недвижимость за год подорожала в целом 0,64% в целом по провинции Лимассол. И старое жилье подорожало на 2%. Итак, друзья, пришло время прощаться. Подробно, очень подробно рассказал вам о процессах. Э, Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью на острове Кипр, или, по крайней мере, южной его части, друзья, вам что необходимо сделать? Правильно подписаться на мой канал. Кстати, можете лайки, дизлайки ставить, пишите вопросы, с удовольствием отвечу. Может, какие-то темы, которые вас заинтересуют и меня, но это не, еще раз, темы, где не надо презентовать там какие-то жилищные комплексы, а все, что связано с анализом рынка, я могу поддержать в этом направлении какую-то интересную тему и записать, может быть, даже серию видео. Итак, друзья, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом. Ну или же, что, друзья, компасом или же картой в каменных джунглях. Вот за мной видите джунгли из, из драгонфрукта, да, и можжевельника. А для вас мои обзоры будут картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.